Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам вот такую модель детских пинеток. Это бесшовные пинетки и вяжутся без отрыва нити. Вязание начинается с верхней части. Кого заинтересовала эта модель, приступаем к вязанию. Набрали на спицы 40 петель. Будем вязать 2 ряда подготовительных. Потом повторять их больше не будем. Первый ряд. Кромочную снимаем. В начале ряда провяжем 1 петлю изнаночной. Далее у нас идет раппорт узора. 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные петли. Это провязали мы с вами раппорт узора. 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Так мы будем повторять до конца ряда. В конце ряда, после провязывания 2 изнаночных петель, вяжем 1 лицевую петлю, 1 изнаночную и кромочную будем провязывать изнаночной петлей. Повернули вязание. Второй ряд у нас он тоже дополнительный. Кромочную снимаем. Значит, провязывать будем петли по рисунку, то есть лицевые над лицевыми, а изнаночные над изнаночными петлями. И так продолжаем вязать до конца ряда. Провязали второй ряд, повернули вязание и вяжем третий ряд. Это у нас лицевая сторона работы. Кромочную снимаем петлю, изнаночная провязываем. Далее у нас идет лицевая петля. Мы ее будем снимать с накидом. Делаем накид и петлю снимаем, не провязывая. 2 изнаночные петли. Теперь у нас идут 2 лицевые петли. Нам надо провязать сначала вторую петлю лицевой, а затем первую петелечку. Значит, будем провязывать вот таким способом. Спицу ввели во вторую петлю, провязали ее лицевой петлей. Затем первую петельку, что у нас не провязанная на спице находится, мы ее провязываем тоже лицевой петлей и снимаем. И у нас петли поменялись местами. Далее 2 изнаночные петли. 1 лицевая, снимаем ее с накидом. 2 изнаночные петли. Снова у нас идут 2 лицевые петли. Нам также их надо поменять местами. Сначала провязываем вторую петелечку. А затем провязываем первую петлю. Лицевыми петлями мы их провязали и снимаем. Так продолжаем вязать до конца ряда. Кромочную в конце ряда
провяжем изнаночной петлей. В конце ряда у нас остается одна лицевая, мы ее снимаем с накидом, затем идет одна изнаночная петля и кромочную петлю провязываем изнаночной петлей. Это мы провязали третий ряд узора. Четвертый ряд узора. Кромочную снимаем, лицевая идет у нас первая петля. Затем у нас идет петля с накидом. Мы ее будем провязывать изнаночной петлей. Далее идут 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли, 2 лицевые. Получается, мы изнаночные петли провязываем изнаночными, лицевые провязываем лицевыми петлями, петля с накидом провязывается у нас изнаночной петлей. И так продолжаем вязать до конца ряда, четвертый ряд узора. Провязали четвертый ряд узора. Теперь дальше узор будет повторяться с третьего ряда. Я закончила вязать манжет. У меня он получился 6 сантиметров. Вы можете выбрать свою высоту манжета, которую желаете. Теперь смотрите. Вязание я разделила на 3 части. Далее мы будем вязать мысок пинетки. Так как я хочу мысочек пинетки вязать узором, продолжить, для этого я оставила на средней части 12 петель. По боковым частям пинетки у меня остается по 14 петель. Значит, провязываем четырнадцать петель лицевыми петлями. Маркер уберем. Далее у нас идут петли мысочка пинетки. Вязать мы их будем продолжать узором. Значит, можно продолжать мысочек вязать и этими 2 спицами, или перейти на круговые спицы. Но я возьму еще одну дополнительную спицу, чтобы мне было удобнее вам показывать, более наглядно лучше смотрелось. Значит, беру спицу и продолжаем вязать мысочек пинетки. Первую петелечку я провяжу лицевой петлей. Далее будем вязать изнаночную. Теперь у нас идет лицевая петля, которую мы снимали с накидом. 2 изнаночные петли у нас идут. Далее 2 лицевые петли, которые мы должны поменять местами. Провязываем сначала вторую петлю, а затем первую. 2 изнаночные петли идут. Дорожка из лицевых петель, то есть мы лицевую петлю снимаем с накидом.
1 изнаночная и 1 кромочная. Мы ее также провязываем изнаночной петлей. Повернули вязание. Петли с левой спицы мы оставляем, не трогаем их, а будем работать и с средней частью петель. Кромочную снимаем. Далее у нас лицевая идет. Петля с накидом провязываем изнаночной. 2 лицевые петли, 2 изнаночные, снова 2 лицевые петли, 1 петля с накидом провязываем изнаночной, 1 лицевая, и кромочную мы будем провязывать всегда изнаночной петлей. Получается, мы провязали по узору 4-й ряд. Теперь начинаем с 3-го ряда снова. Так же, как мы вязали и здесь узор. Так мы продолжаем вязать мысок пинетки. Кромочную сняли. 1 изнаночная. 1 с накидом лицевая идет. 2 изнаночные петли. Здесь меняем местами. Две изнаночные. 1 лицевая с накидом. 1 изнаночная. И кромочную провязываем изнаночной петлей. Изнаночная сторона работы. Итак, мы продолжаем вязать мысочек пинетки на 12 петлях. Продолжаем вязать его узором, который у нас был на манжете. Закончили вязать мысочек пинетки. В сантиметрах это получается 5,5 сантиметров провязано у нас. Вместе с манжетом получается 11,5 сантиметров. Нить от клубка находится у нас с левой стороны. Теперь нам надо поднять петли на мысочке пинетки. Сначала будем поднимать с левой стороны петельки, а затем с правой стороны. Петли будем поднимать из кромочных петель. Будем поднимать за заднюю дужку. Вот петелечка кромочная. И поднимать мы будем вот за заднюю дугу. Поднимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Всего мы подняли 11 петель. Теперь провяжем их лицевыми петлями.
Продолжаем вязать петли боковой части также лицевыми петлями. Кромочную провяжем изнаночной петлей. Поворачиваем вязание. Все петли вяжем лицевые. Здесь у нас получается 14 петель боковой части, плюс 11 петель мы набрали. Значит, у нас 25 петель. Вот на этом участке на спице у нас 25 петель. Теперь вяжем петли мысочка пинетки. Здесь у нас 12 петель. Вяжем их лицевыми петлями. Теперь поднимем здесь на мысочке, на этом участке мысочка пинетки, также поднимем петли, 11 петель. Одна, поднимать будем, вот у нас кромочная петля, и мы поднимать будем за дужку, что расположена ближе к нам. Одна, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель. Подняли. Провяжем их также лицевыми петлями. Продолжаем вязать. Кромочную провяжем изнаночной петлей в конце ряда. Сейчас у нас на спицах 62 петли. Здесь 25 петель, мысочек 12 петель и с левой стороны также 25 петель. Теперь нам надо провязать бортик пинетки. Бортик пинетки у нас вяжется платочной вязкой. Продолжаем вязание. Платочная вязка, это значит, у нас все петли будут лицевые. Кромочную снимаем. В конце ряда кромочную будем провязывать изнаночной петлей. Вяжем бортик пинетки. Провязали бортик пинетки платочной вязкой. В сантиметрах получилось 2,5 сантиметра высотой получился бортик. Теперь надо перейти к вязанию подошвы пинетки.
Провязываем 25 петель. Кромочную снимаем. Вяжем 25 петель лицевыми петлями. Провязали 25 петель. Отделим маркером. На подошву будет идти 12 петель. Вывязываться будет подошва платочной вязкой. Провязали 11 петель. Теперь 12 петлю снимаем на спицу, не провязывая. Следующую петлю провязали лицевой петлей и перебрасываем через нее не провязанную петлю. Повернули вязание. Кромочную снимаем, первую петелечку сняли, не провязывая. Далее вяжем лицевые петли 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 петлю я сниму, чтобы убрать маркер. 11 петлю и рядом с ней, с левой спицы, провяжем 2 вместе изнаночной петлей. Провязали. Повернули вязание. Сняли петельку первую. Вяжем 10 петель. Одиннадцатая у нас была снята, как кромочная петля. Теперь у нас осталась 12 петелечка. Мы ее снимаем. С левой спицы провязываем лицевой петлей и непровязанную перебрасываем через провязанную петлю. Вот здесь у нас образовывается такая косичка. Снимаем петелечку. Вяжем петли подошвы. Осталась у нас одна 12-я петля подошвы. Мы будем провязывать 2 вместе изнаночной петлей. Повернули вязание. Так мы будем продолжать делать убавления до тех пор, пока у нас на боковых частях не останется 5 петель. Здесь останется 5 петель. И с левой стороны на спице останется 5 петель. Продолжайте убавлять таким способом, как я показала. А когда останется по 5 петель, продолжим вязать вместе. Вот так у нас закрыты петли подошвы пинетки. Косички такие у нас получаются здесь. На боковых частях пинеточек у нас осталось по 5 петель. В центре у нас 12 петель. Теперь мы будем
подошву пинетки сужать. Подошву пинетки. Кромочную снимаем. Далее вяжем лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель провязали. Теперь провяжем 2 вместе лицевой петлей. Одну петлю переснимаем на правую спицу, не провязывая ее. Теперь одну петельку с левой спицы провязали лицевой. Непровязанную петлю перебросили через провязанную. Так мы убавили еще одну петлю. Повернули вязание. Кромочную снимаем. Далее вяжем лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель провязали. Теперь вяжем 2 вместе лицевой. Здесь надо провязать также 2 вместе изнаночной петлей. Поворачиваем вязание. Кромочную снимаем. Вяжем лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель провязали. Теперь вяжем 2 вместе лицевой. И еще раз 2 вместе лицевой. Поворачиваем вязание. Кромочную петелечку снимаем. Лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5 петель провязали. Вяжем 2 вместе лицевой петлей. И 2 вместе изнаночной петлей. Поворачиваем вязание. Кромочную снимаем. Лицевые петли. 1, 2, 3, 4 петли провязали. 2 вместе лицевой вяжем. И еще раз 2 вместе лицевой. Одну снимаем. Провязываем петелечку лицевой и перебросили. Поворачиваем вязание. Кромочную снимаем, не провязывая. Вяжем лицевые петли. 1, 2, 3 петли провязали. Теперь вяжем 2 вместе лицевой петлей и 2 вместе изнаночной петлей. Поворачиваем вязание. Лицевая сторона работы. Кромочную снимаем. Вяжем лицевые петли. 1, 2. Теперь провязываем 2 вместе лицевой. И еще раз 2 вместе лицевой вяжем. Повернули вязание. Кромочную петелечку снимаем. Одна лицевая здесь у нас уже остается, провязали мы. Теперь 2 вместе
вяжем лицевой петлей, 2 вместе провязываем изнаночной петлей. Поворачиваем вязание. Кромочную снимаем. Теперь вяжем 2 вместе лицевой. И еще раз 2 вместе лицевой провязываем. С левой стороны петли у нас в боковой части закончились, мы их уже закрыли. Повернули вязание. Кромочную снимаем петелечку. Одну петлю провяжем лицевой петлей. И 2 петельки провяжем изнаночной петлей. У нас на спице осталось 3 петли. Теперь будем Кромочную петлю снимаем. Далее вяжем одну лицевую. Петелечку снимаем временно на правую спицу. Поднимаем левой спицей кромочную петлю. Возвращаем непровязанную петлю на левую спицу и провязываем 2 вместе лицевой. Повернули вязание. Кромочную снимаем. Одна лицевая. Снимаем непровязанную петлю на правую спицу временно. Поднимаем кромочные петельки, поднимаем кромочную петлю на левую спицу, возвращаем непровязанную петлю и провязываем их 2 вместе изнаночной. Провязали. Поворачиваем вязание. Кромочную снимаем, провязываем, лицевая петля идет. Лицевую петлю снимаем на правую спицу. Левой поднимаем цепочку кромочной петли. Возвращаем с правой спицы петельку и провязываем 2 вместе лицевой петлей. Повернули вязание. Кромочную снимаем. Вяжем лицевую петлю. Снимаем одну петлю не провязанной. Поднимаем цепочку кромочной петельки. Одеваем, возвращаем на левую спицу непровязанную петлю и провязываем изнаночной петлей. Еще раз провяжем. Сняли. Лицевая петля. Снимаем, не провязывая. Спицу левую вводим в цепочку кромочной петли. Возвращаем непровязанную петлю и затем провязываем вместе лицевой петлей. Повернули вязание.
Кромочную снимаем, вяжем 1 лицевая, снимаем петлю, левой спицей поднимаем цепочку кромочной петли, 2 дужки у нас здесь, возвращаем не провязанную петелечку на левую спицу и провязываем 2 вместе изнаночной петлей. И так будем, вот так у нас получается. Так будем продолжать вязать. Вверх по пинетке будем подниматься под кромочным петлям, пока все петелечки эти мы не закроем. Продолжаем самостоятельно. Осталось у нас на спице 3 петли. Мы подняли все петли, соединили их. Такой получился у нас шов. Теперь закроем эти петельки обычным способом. Отрезаем ниточку. И теперь нам остается спрятать хвостики, взять иголочку и спрятать все хвостики. У нас их 2. От начальной, получается, когда мы набирали петелечку, и сейчас закрыли. Вот такая получается. Вот такая подошва получилась у нас. Такой задний шов получился. Так смотрится с изнаночной стороны. Пинетку дополнительно можно украсить шнуром. Этот шнур также будет дополнительно фиксировать пинетку на ножке ребенка. Шнур вяжется крючком. Обычными воздушными петелечками. И вот так продолжаете вязать шнурочек той длины, которая вам нужна для завязывания пинеточки. Провязав шнур, одеваете его в пинеточку, а затем можно украсить декоративными бусинами, которые у вас есть. Промеряем длину подошвы пинетки. Длина подошвы пинетки получается 12 сантиметров. Это соответствует ребенку от 9 месяцев до года. Вот такие пинеточки получились. Спасибо за просмотр.